Уже 36 дней подряд биткоин торгуется в одном ценовом диапазоне с поддержкой на уровне 60 тысяч и сопротивлением в виде исторического максимума на уровне 73 тысячи долларов. Откровенно говоря, мы застряли. И на рынке как будто бы уже нет никаких катализаторов, которые могли бы всего за пару дней запампить его цену на 20% вверх. Просто вспомните, когда вы в последний раз просыпались, заходили на CoinMarketCap и наблюдали активный рост за 24 часа. Создается такое впечатление, что уже даже большие фонды, такие как BlackRock, не могут спровоцировать рост цены и поднять биткоин вверх. Но тем не менее за последний месяц на рынке наблюдались не только большие притоки капитала в ETF, но были и оттоки. При этом были заметны большие ликвидации шортов и лонгов, которые выбивают слабые руки перед таким историческим событием для биткоина, как халвинг. Да, друзья, до халвинга осталось всего 15 дней, и следующие 2 недели станут самыми важными для биткоина, поскольку сейчас мы стоим на пороге масштабного движения. Ведь если проанализировать все циклы биткоина перед халвингом, то несложно заметить, как его цена показывала взрывной рост за считанные дни. И если история повторится, то всего лишь активный пробой сопротивления на уровне 72 тысячи и ликвидация миллионов шортов станет отправной точкой роста до первого важного диапазона около 80 тысяч долларов. Вот только потенциальная угроза более глубокой коррекции перед халвингом до сих пор беспокоит всех инвесторов, из-за чего возникает элементарный вопрос: что же нас ждет в преддверии такого события, как халвинг? Начало нового булрана, который отправит биткоин на 100 тысяч, или же продолжение коррекции вплоть до уровня 50 тысяч долларов? Но для этого вы и подписаны на наш канал, потому что именно здесь мы максимально простым языком отвечаем на такие сложные вопросы. И сегодня в видео я, как всегда, для вас подготовил все только самое интересное. И сегодня мы подробно будем говорить об этой локальной коррекции в начале апреля, разберем, насколько опасна является угроза сохранения процентной ставки ФРС, проанализируем, что происходит с ETF-фондами, также я вам покажу важную актуальную метрику, ну и конечно же вы не останетесь без теханализа биткоина, который подскажет нам, стоит ли его покупать прямо сейчас, или лучше ждать более сильной просадки. За такой качественный контент попрошу вас поддержать нас лайком, ведь прямо перед халвингом мы собираемся сделать для вас еще одно большое видео, где соберем больше информации, а также новых интересных данных. А еще я хочу вам сказать, что видео про монеты на базе ИИ уже на этапе создания, поэтому если под этим роликом вы также наберете 1500 лайков, то мы опубликуем этот топ уже на выходных. Поэтому заранее спасибо вам за поддержку. С вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, несмотря на то, что апрель обещает быть очень важным и положительным месяцем для биткоина, прежде всего из-за такого события как халвинг, месяц начался с резкого падения на 10% и пробоя уровня 70 тысяч долларов. Но как только биткоин потерял эту ключевую поддержку, в нашем телеграм-канале сразу был опубликован подробный пост, в котором мы написали, что вообще произошло, указали главные причины коррекции, а также предоставили краткий прогноз. И такие отчеты рынка у нас выходят ежедневно, а также мы делимся с вами только самыми важными и актуальными новостями из мира крипты и не только. Поэтому, чтобы оставаться в курсе всех событий, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Но несмотря на то, что главные катализаторы падения мы уже разобрали в Telegram, я хочу буквально кратко по ним пробежаться, чтобы нам было проще делать полноценные выводы и составлять прогнозы на будущее движение криптовалюты. По факту, главной причиной падения крипты стал всего лишь один отчет, который называется индекс деловой активности, или PMI. Он вырос на целых 2,5% впервые с 2022 года, тем самым показал, что экономика США остается устойчивой даже в условиях высоких процентных ставок ФРС. И это вызвало большие опасения у инвесторов касательно потенциального снижения ставки уже этим летом. Ведь когда Джером Пауэлл видит, что экономика показывает рост, в то время как процентная ставка находится на самых пиковых значениях за последние 18 лет, возникает вопрос, а не вырастет ли инфляция снова, и есть ли необходимость в еще одном повышении. Вот поэтому все рискованные активы, в первую очередь акции, начали активно падать, а вслед за акциями пошел и биткоин. Ведь сохранение высоких процентных ставок провоцирует рост индекса доллара, который в свою очередь вызывает рост доходности облигаций. И вот поэтому многие трейдеры просто продают рискованные активы и переводят капитал в те самые облигации, чтобы получить более высокий профит, но с гораздо меньшими рисками. Но на вчерашнем выступлении Пауэлл сказал, что последние данные никак не меняют общую картину, и ФРС продолжает ожидать больше положительных отчетов по инфляции, чтобы приступить к снижению ставок. И несмотря на то, что Пауэлл заявил, что пока
не стоит ожидать снижения ставок, он также добавил, что есть хороший прогресс на рынке труда, который стимулирует падение инфляции. И в целом Пауэлл не сказал ничего такого, что могло бы сигнализировать о жестких проблемах. Поэтому будем ждать новый ИПЦ, который опубликуют 10 апреля, и будем наблюдать за его влиянием на рынок. Но как там обстоят дела с притоками капитала в ETF? Ведь начиная с января именно от них зависит 90% движения биткоина. Как вы видите, неделя началась с оттока в размере 85 миллионов долларов, что только усилило падение битка. И конечно же всю малину портит Grayscale, потому что если бы у нее продажи биткоина на сумму 300 миллионов долларов, то ETF могли бы зафиксировать приток в понедельник, ведь BlackRock продолжает удерживать планку и старается покупать не меньше чем на 100 миллионов долларов в один день. И кстати, я давно вам не показывал, но BlackRock уже успела накопить 256 тысяч монет, меньше чем за 3 месяца, но по сравнению с понедельником во вторник ситуация немного улучшилась, ведь оттоки из Grayscale упали до 81 миллиона, а приток капитала в BlackRock продолжал оставаться выше уровня 150 миллионов. Вот только ETF ARK Invest зафиксировал даже более высокий отток капитала, чем Grayscale, что негативно повлияло на весь рынок, ведь ETF Cathie Wood является шестым по величине держателем биткоина среди всех компаний в мире. Эти данные по ETF я вам показываю не просто так, ведь по ним легко можно понять настрой больших инвесторов, которые оказывают прямое влияние на цену биткоина. Так вот, после того, как 12 марта фонды отправили в биткоин более миллиарда долларов, на рынке началась консолидация, и мы вошли в такую фазу, где старые инвесторы частично фиксировали свой профит после 300% роста с начала 2023 года, а другая часть новых инвесторов покупала на просадке, тем самым не давая биткоину опускаться ниже поддержки на уровне 60 тысяч. Нечто похожее наблюдалось в январе, когда после одобрения ETF инвесторы приступили фиксировать прибыль, и цена биткоина застряла в фазе консолидации на целых 20 дней. Но когда биткоин растет на 70% всего за 40 дней, избежать локальных откатов цены невозможно. Вот поэтому понедельник стал именно тем днем, когда такие факторы, как низкая ликвидность, негативные экономические отчеты, слабые притоки в ETF, а еще новости о потенциальных продажах биткоина правительства США на 2 миллиона долларов, сформировали один большой ком, который сильно ударил по биткоину, что также вызвало сильное падение альтов, причем от 20%. Но пока на рынке была паника, никто не понимал, что происходит, и многие просто в страхе продавали свои монеты, участники нашей подписки Coin22 Pro спокойно шортили рынок и зарабатывали на падении крипты, ведь они заранее получили лучшие точки входа на шорт-сделку по монете AVAX, на которой заработали от 70% прибыли, получили данные для открытия шортов на оптимизм, который принес от 80% профита, а также на фоне этой коррекции мы сделали много покупок на спотовом рынке по очень хорошим ценам. Да, друзья, коррекция — это неотъемлемая часть на любом рынке, и новички думают, что в это время нужно все продавать и поскорее спасать свои деньги, но любой профессиональный инвестор скажет вам, что коррекция — это золотое время, которое не стоит упускать, ведь лучшей возможности, чтобы войти в крипту на фоне глобального бычьего тренда, может уже не быть. Вот поэтому, чтобы не упустить такой шанс, вы можете уже сегодня присоединиться к подписке Pro, чтобы получить пошаговое обучение, сопровождение 24/7, полноценную практику с нашими специалистами, а также вы наконец-то сможете собрать прибыльный спотовый портфель. И это лишь часть преимуществ, которые вы получите в Pro. Поэтому, чтобы узнать все условия и получить более подробную информацию, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Что касается будущего движения биткоина, нам есть на что обратить внимание, ведь начинается новый второй квартал. И кстати, именно окончание первого квартала также стало своего рода причиной падения, потому что в это время многие инвесторы проводят ребалансировку своих портфелей и фиксируют часть своего профита. Но поскольку начался уже новый квартал, есть и те инвесторы, которые наоборот добавляют больше биткоина в свои портфели. Например, по данным Into the Block, крупные холдеры купили 33 тысячи биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов на фоне снижения его цены в начале этой недели. И возможно эти холдеры посмотрели наше вот это видео, потому что именно в нем я говорил, что диапазон с нижней границей на уровне 64 тысячи станет первой поддержкой для биткоина. И если мы сейчас перейдем на график, где остались все эти нарисованные линии, то мы увидим, что биткоин опустился как раз таки в этот диапазон. Вот поэтому, как я и говорил, я купил небольшую часть биткоина именно на этих уровнях. Накапливать во время коррекции — это, конечно же, хорошо, но вопрос, будет ли эта коррекция усиливаться
усиливаться в преддверии халвинга? Данный вопрос я изучил максимально подробно, для чего проанализировал много разных данных, которые могут нам подсказать, насколько высоким является потенциал более сильного снижения. Во-первых, важным показателем является вывод биткоина с бирж на холодные кошельки. Так вот, в начале недели только Coinbase уже зафиксировала два крупных вывода – 16 и 17 тысяч биткоинов на сумму более 2 миллиардов долларов. Причем есть предположение, что это могут быть покупки для ETF-фондов, что является еще более положительной новостью. Также давайте посмотрим на ставки финансирования на фьючерсах. После данной коррекции мы видим заметное снижение ставок финансирования после сильного скачка в феврале. Такое снижение означает переход фьючерсного рынка из перегретого состояния в так называемую фазу охлаждения. И это является позитивным сигналом в долгосрочной перспективе, поскольку оно снижает необходимость дальнейших ликвидаций и создает условия для формирования нового локального восходящего тренда. А также согласно вот этим данным от CryptoQuant мы наглядно видим, что давление продаж сокращается. Вот поэтому если вы проведете свой анализ и будете открывать сделки, лучше всего это сделать с помощью нашего официального партнера биржи OKEX. Здесь самые низкие комиссии, удобный интерфейс, а также лучшие условия. Поэтому, чтобы торговать с надежной биржей, ссылка есть в описании, но также есть и не совсем положительные показатели, как, например, 200 EMI на 4-часовом графике. И ее важность заключается в том, что она выступала поддержкой для биткоина на протяжении более чем 6 месяцев. И в этом и заключаются основные опасения, о которых я говорил в начале ролика. Ведь если биткоин закроет неделю ниже данной линии, может произойти аналогичное движение, как это было в январе, когда биткоин провел двухнедельную коррекцию и консолидацию, прежде чем вернуться выше этой линии. Конечно, я не исключаю возможного падения биткоина до уровня 62 тысячи и даже до важной поддержки на уровне 60 тысяч, как это было в начале марта. Но опять-таки это в краткосрочной перспективе, потому что долгосрочный тренд, особенно на широких таймфреймах, сохраняет свой восходящий потенциал. Не стоит забывать, что биткоин – это тот актив, который торгуется в 4-летних циклах, которые связаны с халвингом. Вот поэтому, если мы перейдем на график 4-летний SMI, мы четко увидим, что он сейчас находится в фазе накопления, как это было перед халвингом в 16 и 20 годах. И что самое главное, после фазы накопления наступает активный бычий рынок, когда биткоин показывает сумасшедший рост. И, кстати, известный аналитик Plan B вчера выложил вот такой график, где написал, что биткоин уже перешел в бычью фазу. Но если вы меня спросите, что я буду делать в случае падения до уровня 60 тысяч, я с уверенностью отвечу: покупать. На ключевых уровнях поддержки у меня уже давным-давно стоят ордера на покупку, чтобы в случае любой просадки можно было купить по более низкой цене. Но если вы также решите покупать на просадке, я рекомендую вам не использовать все деньги сразу, потому что у вас всегда должны быть ликвидные стейблкоины, чтобы в любой момент вы могли купить биткоин или другую монету. И несмотря на то, что будет с биткоином в ближайшие дни, я знаю, что с ним будет в ближайшие 2 недели, ведь нас вероятно ждет активное движение цены, поэтому даже такие локальные откаты на 5, 10, 20 и даже 30% не должны вас пугать, если вы настроены получать профит на долгосрочной основе. Но инвесторы внимательно следят не только за биткоином, но и за альтами. Прежде всего это эфир и, конечно же, Solana, которая единственная на рынке показала рост за последние пару дней. Что касается эфира, то за ним активно следят из-за предстоящего решения по заявкам на ETF. И вчера SEC анонсировала начало обсуждений спотовых эфириум ETF. Но что это значит? По сути, SEC будет общаться с разными инвесторами, аналитиками, представителями финансовых компаний, а также многими экспертами, чтобы понять, стоит ли одобрять эфириум ETF или нет. Все эти обсуждения будут проходить на протяжении 3 недель. И я хочу вам напомнить, что перед тем, как SEC одобрила биткоин ETF, она также проводила такие обсуждения. И тогда она встречалась почти со всеми компаниями, такими как BlackRock, Fidelity, Bitwise и так далее. Поэтому я думаю, в ближайшее время мы получим новую важную информацию касательно ETF и узнаем, есть ли хоть какие-то шансы услышать положительное решение от SEC. Но пока надежды на одобрение небольшие, ведь даже главный аналитик Bloomberg ETF снизил вероятность одобрения с 70% до 30%. Но также известный аналитик Джеймс Сейфорд настроен более положительно, потому что он заявил, что чем дольше SEC молчит и не комментирует данный вопрос, тем больше шансов, что ETF будет одобрен. Тем не менее, мы будем ждать и наблюдать за новостями. Но пока вся крипта корректируется, у Solana есть целых 3 причины, по которым она может пробить уровень $300. Во-первых, Solana растет по мере роста DeFi TVL. Ее экосистема DeFi выросла до уровня $4,7 миллиарда. Во-вторых, вся экосистема Solana активно растет. Быстрый рост
Solana объясняется высокой скоростью транзакций, низкими комиссиями и масштабируемостью. За последний год сеть Solana стала главным протоколом для запуска новых мемкоинов, таких как Dogfish или Bonk. Ну и в-третьих, цена Solana сформировала бычий флаг. На 4-часовом графике сформировался вот такой флаг, который может привести к пробою уровня $210. Вот поэтому Solana является частым гостем в наших топах и других видео, где мы рассказываем, за какими монетами стоит следить. И кстати, после нашего прошлого видео, где мы разбирали многие альты, они почти все дошли до своих подходящих уровней накопления. К примеру, тот же AVAX. Я вам говорил про первую поддержку $50 и ключевую линию тренда на уровне $45. Это также касается и других монет, ведь я всегда рекомендую вам не покупать прямо по рынку. Лучше всего дождаться вот таких откатов и только тогда покупать, учитывая, что общий тренд все равно остается восходящим. Конечно, по поводу состояния рынка у вас может быть свое мнение, поэтому напишите в комментариях, как вы думаете, биткоин и весь рынок крипты будет расти или все же будет падение. Нам было бы очень интересно узнать ваши прогнозы. Также не забывайте переходить в наш телеграм-канал, ведь там есть много полезного контента. Ну и конечно же жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео, в котором мы с вами и увидимся. Поэтому вам желаю удачи, до скорых встреч!